Ребята, привет! А вы знали, что армяне строили автомобили, и мне на постройку попался вот этот замечательный образец армянского автопрома. Так что пошли смотреть, что внутри этой коробочки. А с вас лайк и подписка, и мы начинаем. А купила я, кстати, этот наборчик в магазине «Модельная лавка». По вот этому промокоду у вас будет скидочка в 200 рублей на первый заказ. А по промокоду Даша скидочка в 10%. А также не забывайте заглядывать в раздел акций и лавка сейл. Итак, давайте приступим к обзору коробки. И первое, что мне хочется отметить, что этот фургон выполнен в бежевом цвете. И тут очень классный применен фильтр, что ли, который показывает всю сочность летнего ереванского неба. Оно яркое и очень-очень, не знаю, симпатичное. Также примечательно, что тут логотип АВД выполнен на зеленом фоне, а это значит, что детали будут из смолы. Это такая фишечка. Зеленая серия АВД, можно так сказать. Вот. Больше тут никаких пасхалок нет и никакой больше интересной информации нет, кроме самого бокс-арта. Вообще этот фургончик родом из Еревана. Я думаю, что немногие знают, что в Армении есть автомобилестроение. Так что, я думаю, будет вам очень интересно послушать. В процессе сборки я буду комментировать какие-то интересные факты об этом. Так, открываем коробку. Тут что у нас встречает? Очень плотно набитая коробочка. Даже как-то переживаешь за детали. Так, ну первый литник с деталями из АБС пластика и стеклянные элементы. Так, открываем, смотрим. Ну вот так вот выглядит литничок. По классике что-то отвалилось. Нет, это не детали с литника. Это, как видите, бампера, руль и элементы, наверное, экстерьера. Вот еще какие-то тяги, глушитель. Так что деталей тут мало. Так, вот это остекление. Так как это фургон, а мне кажется, даже его можно сказать, что это микроавтобус, остекления тут много, и выполнены они отдельными стеклами. Они, как это было когда-то раньше, одним сплошным литником. Ну, неплохо. Чистые, красивые, масштабные стекла. Вот их два экземпляра. Вот. Даже зеркала выполнены. А может быть, это фары? Нет, это фары. Это передние фары и задние фары. Вот. А зеркала, для зеркал есть вот такая вот деталька из... Ну, не деталька, а наклейка. Также тут фототравленные дворники. Сейчас. Одну секунду. Вот. И также есть два винта, видимо, для закрепления между собой днища. А может быть, в целях крепления колес? Ну, нет, вряд ли. Ну, не знаю, мне кажется, они тут не нужны. Вот. И две оси для колес. Все по классике АВД. Так, ну и следующее, самое интересное, это детали из смолы. Сам корпус, днище, ну и колеса, я так понимаю. Так, вот так все это выглядит. Ой, целый сюрприз внутри. Так, вот так вот выглядит корпус, и он отлит очень даже неплохо, не считая небольших дефектов литьевых в проемах окон. Но это вот легко даже пальцем все это отковырять и подровнять. Я думаю, никаких проблем не возникнет с этим. Мне очень нравится, как сделан этот корпус. Даже вот замочки. Хотя они немножко замылены, но я надеюсь, это можно попробовать исправить. А так, очень даже прилично. По сравнению с Нивой, этот корпус выглядит очень даже четким. Вот, дальше салон. Изнутри тут даже, видите, фактура рельефного резинового пола.
основы для сидений, а тут днище. Днище, конечно, немножко упрощенное, но имеет право быть. Почему нет? Вот. Я бы, конечно, убирала все эти элементы для закрепления модели на подставке, но пусть будут. Не знаю, смола – это такой материал, который немножко сложен именно в обработке. И многое на качестве модели влияет именно от литья этих деталей. Вот торпеда, она выглядит вот так. Так, ну и сами сиденья сейчас. Оп-оп-оп. Да, настоящий автобус, судя по количеству сидячих мест. Ну что, все очень даже неплохо и хорошо отлито. Мне очень нравится. Так, дальше тут мосты. Ух ты, очень здорово. Эти рессоры, прям все видно. Сейчас фокус поймается. Вот, здорово. Так, вот второй. Немножко небольших дефектов, но это они маленькие. Вот пальцем все это вычищается. Вот, супер. И самый такой спорный момент в этой модели – это шины. Шины, вылитые в смоле. Ну, на мой взгляд, видно? Фактура резины выполнена очень даже отлично. Мне очень нравится, если честно. Вопрос состыкуемости с дисками. И он тоже вполне себе, наверное, приличный. Вот как это будет выглядеть. Конечно, надо все это зачистить, приклеить, но посмотрим. Мне кажется, неплохо. Хотя вот и я видела отзывы, которые сомневаются в качестве этих деталей. Но это на сером фоне видно плохо. Это, наверное, лучше будет видно, когда ты окрасишь и пройдешься сухой кистью, чтобы выделить этот рельеф, и тогда будет понятнее, насколько классно получилось колеса. Но колеса для, например, той же звезды, которые делает звезда, они в очень плохом качестве, и поэтому многие покупают смоляные колеса, и я тоже не вижу в этом каких-то лишних вопросов. Так что вот все детали, еще вот какая-то тяга. А нет, это рулевая тяга с педалями. Все детали, колеса. Обзор коробки, можно сказать, почти закончен. А, что же там еще? Там еще же инструкцию я забыла вам показать. Это кусочек аплоя. Так, инструкция выполнена на таком маленьком формате. Но могла быть, наверное, еще меньше, чтобы точно поместиться в коробку и не быть такой зажеванной. Вот. Ну, тут, как всегда, по классике детали и схема сборки из нескольких простых шагов. Вот, всего 11 шагов. Так что сборка обещает быть легкой. Посмотрим, как в плане обработки смолы. А так, в целом, давайте приступать к сборке. И этот набор меня приятно удивил. Помните мое мнение о Ниве скорой помощи от АВД, которую я собирала в начале года? И я критиковала эту модель за плохо отлитый корпус, за посредственную стыковку деталей и за очень странную геометрию, потому что, смотря на эту модель, даже не сразу скажешь, что это Нива. А вот в случае с Еразом все совершенно по-другому. Не скажу за точность геометрии, все-таки эти автомобильчики были довольно редкими. Кстати, напишите в комментариях, вы видели такие автомобили на дорогах в своем регионе? Если честно, я такие не помню. Мне хорошо запомнились Рафики, а вот Еразы вообще не отложились у меня в памяти. Хотя, может быть, эти автомобили просто не доезжали до Москвы.
Качество отлива у этой модели мне очень нравится, и мелкие детали тут почти не замылены. Смоляные детали стыкуются друг с другом, и для первого опыта со смолой я даже могу порекомендовать эту модель. Обработка деталей от литьевых дефектов тут минимальна, и прототип очень интересный. И у меня в планах на постройку стоят еще несколько таких редких моделей, стройку которых я обязательно покажу на канале. А чтобы не пропустить эти видео, то обязательно подписывайся на канал, а также ставь лайк этому видео. В 60-е годы существующий спрос на малотоннажные грузовые фургоны в СССР удовлетворили с помощью автомобиля ЕРАЗ-762. Однако автомобиль при всей своей простоте и унификации с пассажирским рафиком и легковой «Волгой» был недостаточно выносливым и надежным. Иначе говоря, конверсия микроавтобуса, изначально сделанного на базе легковушки в фургон для перевозки грузов, получилась удачной, только если оценивать ее как вынужденный и временный вариант. Ведь ЕРАЗы в прямом смысле трещали по швам. При интенсивной эксплуатации срок службы автомобиля не превышал и 5 лет, даже при проведенном капитальном ремонте. Вдобавок, предприятие из Еревана было завязано на поставщиков и смежников, как на производителя кузовных панелей из Латвии, так и на Горьковский автомобильный завод. В итоге и многие ситуационные «но» не позволили руководству предприятия выйти на запланированные объемы производства. Да и в целом отношение Минпромавто к ЕРАЗу, как и ко многим другим подобным нелегковым заводам, было своеобразным. Финансирование и поддержка осуществлялись по остаточному принципу. И не будем забывать, что в конце все тех же 60-х годов в СССР запустили огромный автогигант в Тольятти, куда были брошены практически все силы и деньги отрасли. И это нанесло заметный удар как по экспериментальным москвичам, так и по остальным ведущим предприятиям автомобильной промышленности. Так что уж говорить о таких заводах, которые выпускали по 5-6 тысяч автомобилей в год, и в масштабах огромной страны это были сущие крошки. Исходя из уже имеющегося в достатке опыта эксплуатации ЕРАЗ-762 и сложившейся ситуации с производством, руководству стало очевидно, что сначала нужно избавиться от зависимости по поставке комплектующих, а уже затем переходить к разработке и внедрению новой модели. Увы, после того, как прессовочно-штамповочное производство в Ереване наконец-то вышло на необходимые мощности, сверху спустили директиву штамповать в Армении детали для РАФов. И это снова увеличило нагрузку на завод и лишило его возможности идти дальше. Тем не менее, на ЕРАЗе не сидели сложа руки, ведь изначально там сформировался коллектив энтузиастов, для которых автомобильное производство в Армении было не просто функциональной обязанностью, а делом жизни и чести, задачей, связанной с личными амбициями и даже национальной гордостью. Именно поэтому на ЕРАЗе с самого начала работали по принципу «сделаем как можно лучше, а не как получится». Ограничения со стороны профильного министерства определенным образом связывали руки, разве что производственникам и технологам, но никак не инженерам и конструкторам, которым изготовление одного лишь армянского рафика без окон и сидений было явно недостаточно. Отдел главного конструктора формально должен был заниматься усовершенствованием того самого ЕРАЗ-762, чем специалисты предприятия тщательно и ответственно занимались. Ведь с выходом каждой новой модификации автомобиль становился прочнее, долговечней и даже привлекательнее внешне. А ведь при этом конструкторы вносили десятки вообще незаметных снаружи, но таких важных извещений, то есть модернизаций и исправлений багов предыдущей модификации. И тем не менее, кому, как не инженерам, выполнявшим усовершенствование, было доподлинно известно о том, что 762 себя исчерпал, что называется, концептуально, еще практически в самом начале пути. Ведь он никогда не был рассчитан на перевозку тонны грузов. Тому не способствовали ни конструкция несущего кузова, ни узлы и агрегаты обычной 21-й «Волги». И сколько хлипкое сооружение прутиками не подвязывай, кирпичным домом оно ведь все равно никогда не станет. Конечно, полностью уйти от старой платформы в Ереване не могли, просто неоткуда было взять новый силовой агрегат и узлы шасси. Однако развозной фургон нуждался прежде всего в совершенно другом кузове и более рациональной компоновке. Работы над проектом велись не в одиночку, а совместно с инженерами НАМИ и специалистами НИАД, для которых подобные задачи были отличной возможностью перейти от теории к практике. После ЕРАЗ-762 стало очевидно, что автомобиль для перевозки грузов, пусть и малотоннажный, нуждается в прочной основе лонжеронной раме, так как несущий кузов не обеспечивает требуемой жесткости и механической прочности. Опытный образец ЕРАЗ-763 отличался бескапотной кабиной, позади которой размещался цельнометаллический отсек для грузов своеобразной формы, по своим линейным габаритам превосходящий переднюю часть. Оригинальная деталь.
Справа на боковине были предусмотрены сдвижные двери, но не для доступа в грузовой отсек, а для прохода в кабину. А для загрузки и выгрузки багажа были предусмотрены двухстворчатые распашные двери в корме автомобиля. Однако оказалось, для того, чтобы избавиться от второй хронической проблемы старого Яраза, а именно перегруженного переднего моста, придется сделать машину не бескапотной, а полукапотной компоновки, и за счет иного перераспределения масс нагрузка на переднюю ось стала куда меньшей, ведь кабина сдвинулась внутрь колесной базы, и первые же ходовые испытания показали, что Яраз 763А обладает куда лучшей развесовкой. Интересно, что эти прототипы по агрегатной базе уже были унифицированы не с «Волгой», как это было ранее, а с «Москвичами» по мотору и ульяновскими внедорожниками по ведущему мосту и коробке передач. Оглядываясь почти на полвека назад, понимаешь, что конструкторы Яраза совместно с научными специалистами разработали автомобиль именно той компоновки, которая вскоре стала практически единственной в этом классе. Характерный пример – малоизвестный, но при этом легендарный американский почтовый фургон Grumman LLV, славящийся своей неубиваемостью, как компоновкой, так и внешним видом, очень похож на Яраз 3730, а ведь ереванский автомобиль был спроектирован на 12 лет раньше. Однако гладко бывает только на бумаге. Опытные образцы, как полагается, были испытаны в различных климатических зонах СССР и уже в 1973 году прошли государственную приемку, получив рекомендацию к серийному производству. И тут, пожалуй, Яраз был первым советским автомобилем, так и не нашедшим дорогу на конвейер. Уже после одобрения на государственном уровне. Так произошло и с ГАЗ-3105, и с ИЖ-2126 и многими другими советскими автомобилями, появившиеся в неудачный период перед самым распадом СССР. Однако с Яразом приключилась совсем другая история, которая для благополучно застойных 70-х годов звучит даже несколько неправдоподобно. Другие советские автозаводы спасали перспективы экспорта новых моделей за рубеж, то ереванскому предприятию на это рассчитывать не приходилось. Его крохи в виде десятка тысяч фургонов в год легко проглатывал огромный внутренний рынок. Стремясь хоть как-то заполучить заветный билет на конвейер, на Яразе даже подсуетились и переделали 2 десятка своих автомобилей на электрический ход, а тема электрических автомобилей в СССР стартовала как раз в середине 70-х годов, и ереванские конструкторы стали пионерами новых технологий, опередив по этому показателю даже Волжский завод с его электрическими прототипами. Не обошли вниманием и Олимпиаду-80, которую обслуживали специально подготовленные 10 рефрижераторов Яраз 7302. Словом, новый, а точнее уже почти 10-летний фургон светили где и как только могли, пытаясь вызвать интерес не только у Минавтопрома, но и у потенциальных потребителей. С середины 80-х годов производство старых Яразов постоянно увеличивалось, достигнув 15 тысяч автомобилей в год, но бедняга 3730 так и оставался не в удел, пребывая между небом и землей в виде вечного прототипа, который на днях, а то и раньше, встанет на конвейер. А ведь благополучное время для автопрома СССР, как и для самой страны, уже по сути закончилось, хотя об этом тогда никто и не подозревал. За тот период, что Яраз маялся в предсерийном состоянии, модель прошла некоторые доработки, которые улучшили ее потребительские качества. Жаль, что потребитель так их никогда и не оценил. Ведь с 1987 года автопрому начали постепенно перекрывать кислород по финансам, а затем проблемы начались у самого советского государства, которое вскоре распалось на несколько независимых стран. Армения оказалась далеко не в лучшем положении, поэтому о запуске новой модели в серийное производство не могло быть и речи. Предприятию нужно было хоть как-то просто выжить, переждав трудное время со старым Яразом. Тем более, что из-за потерянных связей и оборванных ниточек, как по поставке комплектующих, так и по сбыту товарных автомобилей, ереванское предприятие оказалось на грани краха. В конце 90-х фургончики пользовались определенным успехом на внутреннем рынке. Но где же за чуть более чем $5000 купишь новый грузовой фургон, способный перевезти тонну поклажи? Нравились армянским покупателям и грузопассажирские машины, которые позволяли перевезти 6 человек и полтонны багажа. Однако, как и само предприятие, в свободном плавании Яраз был попросту обречен. Удачная платформа, но чужие агрегаты, небольшие производственные мощности и отсутствие выхода на внешние рынки, по сути, национальная гордость армянского автопрома так и осталась вещью в себе, которую толком никто и не познал.
Вот такая у меня получилась сборка. Скоро я вам покажу окраску этой модели и также, возможно, мини-диораму, куда я ее помещу. А про Татру золотую ручку я не забыла. Совсем скоро выйдет вторая часть работы над ней. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Интересно, кто-нибудь помнит еще про B200?